Всем привет, друзья! Сегодня у нас пятница, 6 января. Завтра у нас Рождество, а сегодня метель кругом, бушует. Я въехал сейчас в Норвегию, на границе Орье. И мы с вами сейчас отправимся в город Ставангер. Паромчиком Мосхорта мы переберемся на 18-ю дорогу. Маршрут в описании. Ну и посмотрим, что нас там ждет. Я туда приехал сейчас. Вот. Достаю я минутку. Еще. Я оттуда только приехал. И в самом Ставангере было все нормально. Плюс 5, снега не было, травка зеленая. В общем, вообще весенняя погода. Но вот на 18-й дороге были проблемы. Когда я ехал, там никто не чистил. Валил снег. И либо ты за легковыми встревал и полз, либо за снегоуборщиками, где было двойные полосы. Снегоуборщики становились в две полосы и никому не давали проехать. И все ехали 20-30. И на одном из подъемов двухосник завис. Он не смог подняться из-за такой маленькой скорости. Вот. Ну и сейчас посмотрим, что будет там. На границе немноголюдно. Я думаю, будет интересно. Моя задача, значит, сегодня максимально проехать в сторону Ставангера и уже остаться на выходные. В понедельник будет выгрузка, везу я дрова. Еду я всю дорогу, борюсь я с этими дворниками, с этим стеклом, но все бесполезно. Погода нестабильная, плавает. В Швеции было попроще, было -7 ехал. Утром еще было дело. То как бы снег шел, но стекло более-менее было нормальное. То есть дворники не включая. Выяснилось у меня, что у меня обдув стекла вообще почти не работает. У меня где-то там с одной щельки дует. И здесь, где табличка, под ней 2 дырки. Вот. Я допер, что у меня табличка закрывает обдув стекла. Я ее снял, но это ничего не меняет. И ничего не помогает. Вот. Поэтому я жду, пока стекло остудится. Потому что на границе стоял, то есть все оттаяло. Я все почистил. Отъехал буквально, я не знаю, не соврать, чтобы, да, там, ну, максимум километр. Все, у меня обратно все вот такое вот, лишь бы что. Поэтому и смотрю, что на погоду, что -3. И, конечно, плохо, плохо, очень плохо, когда нету подогрева лобового стекла. Я даже, если честно, не могу представить, какой кайф, когда у вас подогрев лобового стекла. У меня даже в легковой не было его. Поэтому я никогда в жизни не ездил с подогревом лобового стекла. Хотя бы вот зона дворников в фурах, которые работают на Скандинавии, вот это было бы уже хорошо. То есть, потому что самая проблема, в принципе-то, в зоне дворников, там наледь. Там не достает никакой воздух туда. То есть до сих пор, сколько, 2023 год на дворе, никто не сделал правильный обдув лобового стекла, чтобы у вас обдувались и зона дворников. Ну как так? Поэтому вот приходится ехать и заниматься какой-то хиромантией. Нужно будет останавливаться сейчас. Немножко я уеду, когда с этой дороги. То остановиться обратно, опить, прочистить стекло, и моя половинка должна быть уже, в принципе, нормальной. А пока я только размазал все по стеклу. Ну и легковушки. Легковушки, как видите, всю дорогу они здесь ползают. 40, 50, 60. Здесь проблема, конечно, в центральной Норвегии. Здесь, я не знаю, либо из-за большого количества мигрантов, которые здесь живут, которые не приспособлены вообще к зиме. Ну, так ездить, я считаю, нельзя. То есть, обычная дорога, едете, доедь себе. Ну, нормально, можно доехать 80, ну, 70. Ну, не 40, не 50, не вот это вот, лишь бы что какое-то. Вот. На севере, конечно, меньше таких проблем. То есть, чем выше по Норвегии, по Швеции вы поднимаетесь, там более водители приспособленные. И все аккуратно, и безопасно, и никто не тупит. Вот. И тем более, еще самая проблема, когда легковые не понимают, что сзади фура, что ей нужно разогнаться, например, там, в подъем какой-то. Вот он ползет себе. Ну хорошо, вы его можете отпустить, но куда вам уже его отпускать, если он едет 50?
то куда вам его отпускать? Вам нужно что, остановиться вообще тогда? Вот. Как вариант, так другие появятся, понимаете? И они один за одним, когда поток плотный, конечно, проблемы с ним. Снегочистилка работает. Правда, здесь каточек такой хороший. Так, у меня просто лишь бы что со стеклом. И я пока нигде просто не могу остановиться на нормальном месте, чтобы тронуться потом. Вот. В общем, принял я решение, что погода у нас уже -2. Все-таки это тепло, так сказать, и снег мокрый валит. Поэтому, растапливая стекло, снял табличку, чтобы у меня задувало с обеих сторон. Потому что с той стороны гребли дворники хорошо, не налипало, а этот все-таки залипал. Ну вот поэтому до заправки сейчас догребу. И все это красиво дело я почищу. И посмотрим, насколько мне этого хватит. Короче, ставлю я разные эксперименты с разной температурой, так сказать. Ситуация, когда забыл убрать ботинки в снег. Здесь сейчас немножко идем к воде, поэтому погода теплее. Я думаю, налипать уже пока не должно. Номеров не видно, и хорошо. Что ж, узорчики нам немножко начинает рисовать погода. Сзади тоже не видно номера, но и не надо. Ну опять, что ты разводы делаешь? Откуда они взялись? Все, дворником, что ли, хана уже? Ай, жесть какая-то. Попробую я на выходных поменять свой этот дворник. Хотя я его не так давно менял. Ну, потому что вот он оставляет разводы какие-то. Так, ладно, двигаем на паром. Да, хана ему. Я не знаю, видно вам или не видно на камере, что... Короче, сантиметров 15 резинки уже ни хера не берет. Хотя щетку я почистил, сами видели. Короче, приговор ей. Но у меня есть запасная, поэтому поменяю. И мы подбираемся к съезду на паром. И опаздываю я на паром. Но не на сам паром, а по своему рабочему времени. То есть времени вождения. Осталось у меня 9 минут. Ну и если бы это было лето, то я бы, вероятнее всего, успел бы за 9 минут доехать до парома. Но, увы. Стоит двухосник, ребятки. На подъеме он не поднялся. Или что там с ним происходит. Я смотрю, что, по-моему, полиция, да, к нему приехала. По дороге я видел... Также двухосника на цепях. Да, в общем, не поднялся, будет пробовать он одевать цепи. Полиция сразу перекрыла ему этот поворот. И я засмотрелся на этот двухосник, что забыл разгрузить ленивец. Созванивался с коллегой, то он когда-то позавчера выезжал с парома здесь, в Мосе,
и там сразу с выезда такой подъем, ну и он на двухоснике, то тоже он там, говорит, долго шкрябался. Но вот сейчас посмотрим, тоже погода еще хуже, потому что и -2, и гололед, и этот снег. Я уже понимаю, что я ни докуда не доеду. 6 минут у меня осталось вождение, но я уже говорил, что здесь это не страшно. 10 минут, 15 минут, на них никто не смотрит в зимнее, тем более, время. Поэтому не надо париться, когда у вас заканчивается время, куда-то начинать спешить, делать глупости и попадать в неприятности. Здесь режим труда и отдыха отходит полностью на задний план в Норвегии. Да, машинка, конечно, очень красиво едет передо мной. То есть просто, скорее всего, там девушка, она очистила дверьку свою и влезла в машину. Все. Ну вот едет впереди трактор, он чистит тротуары. И легковушки вместо того, чтобы его объехать, просто ползут за ним. А место для объезда на фуре можно объехать. И здесь вот сейчас подъем, да? Ну вот он небольшой подъемчик, но просто на ровном месте легковушки создают проблемы. Мне-то по барабану, у меня вон 16 тонн на ось ведущую. И я себе ползу спокойно. Так, вот сейчас у нас колечко. И за колечком будет такая... У нас дорожка пойдет правее, левее точнее. И вот на этом левее, с той стороны, когда едете, подъем. Сразу он с кольца выходит, с порта вы выезжаете. На кольце и подъем. И вот если он не засыпан, то, конечно, проблемный он. Но в этот раз все здесь чисто. Никто на нем не висит. Но я бы не сказал, что здесь чем-то посыпано. Ничем здесь не посыпано. Но сегодня такой как бы предвыходной день. В Швеции выходной день, но в Норвегии рабочий. Поэтому как бы поток машин грузовых очень маленький на самом деле. Ну и вот все, кто двухосники мне пока что встречался, они все ехали на цепях. Так, ну а мы заныриваем в порт. И что ж нас будет ждать на той стороне? Здесь паром, кто не в курсе, по оплате дорог, коробочки оплаты дорог оплачивается. То есть автоматически вы подъезжаете, и он вам открывается. Что ж, небольшая очередь из грузовичков насобиралась. Но я надеюсь, в эту партию я влезу. Вот так. Кстати, я всего лишь 1 минуту переехал, так что не так уж и много. Паром, друзья, Мос Хортен через Ослофьорд он проходит. И мы с 6-й дороги попадаем на 18-ю. Так сказать, на западно-южную часть Норвегии. Уже спуск идет вниз, туда, к югу Норвегии. По 18-й, потом она в 39-ю превращается, и попадаем мы с вами в Ставангер, в который я и еду. Паром плывет 30-40 минут. Бывает изредка
получается 45 минут на нем отстоять. Он у меня уже фигурировал и не раз в видео разных, поэтому я ничего тут показывать не буду на нем. И что еще, что тут ничего не видно кругом, я вам сейчас покажу. То есть видимость отсутствует на пароме. С паромом мы ничего не рассмотрим. Здесь на берегу, кстати, летом купаются люди, здесь такой пляж. Но мне не удавалось здесь покупаться. И наш паром сейчас разгрузится. И надеюсь, что я влезу туда. Да, все хорошо, влазим. Здесь вообще можно считать идет дождь. Так, куда меня? За эти. Ну что, оттаем пока что. Ну хотя не сильно здесь-то и оттаешь. Все, время кофе-паузы. Здесь у нас пока что точно такая же погода. Но дальше поедем чуть-чуть подальше от берега и возможны ухудшения. Мне еще в магаз надо где-то в Норвегии попасть. Кое-что мне нужно купить, то, что я не смог купить в Швеции. Да, я смотрю, там машинка настолько залепленная снегом приехала. Капец просто. Да, вон и тоже едет Скания через этот. Через рамку эту. О, да. Слушайте, по жести залеплено. Ну, мокрый, видно мокрый снег, потому что когда снег не мокрый, то он так не липнет. В общем, если захотите вы в Норвегии поесть суши, то у вас не везде это получится. Конкретно это заведение принимает оплату либо наличными, либо через специальное приложение, в котором вы хрен зарегистрируетесь. Поэтому я остался без суши. Значит, цена по возрастанию. Чем больше суши, тем, естественно, больше платить. И за 12 суш, ну, типа сет такой там был. Какие-то там, я, естественно, по названиям не понял какие, но было неважно. Я смотрю, 12 штук, думаю, нормально. 15 евро. Ну,
Кто-то скажет дорого, но кто-то скажет, что в принципе здесь это и нормально. Но мне их даже не получилось купить, понимаете, какой парадокс. Вот, поэтому остался я без суши, буду голодный. Так, мы вовремя выехали, потому что только что подошел паром, пока я ходил еще один. И я успешно отсюда выезжаю, без грузовых машин. Ну что, посмотрим, что у нас там с погодой. Машинки, конечно, были заснеженные очень сильно. Только вопрос, с какой стороны они приехали. Выезжаем мы на 18-ю. И чувствуется, конечно, каточек. Если она буксует даже не то, что на подъеме, а на спуске. Ну, ленивец у меня полностью сейчас опущенный. То есть развесовка у меня 7,7 тонн на ведущий и 5,7 на ленивце. То есть, вот. Ну, где-то будут подъемчики, буду, конечно же, вес я перекидывать сразу же, заранее. Потому что, да, вот она вот сейчас даже ехать не хочет. Сразу, наверное, надо выставить тонн 11 на ведущую, и буду я ехать спокойно. Вот предупреждение у нас, что жопа полная. Держитесь. И это пока здесь широкая дорога. Скоро она у нас закончится после Ларвика. И посмотрим, что же будет дальше. Снежок у меня здесь увеличился. Такой уже посерьезнее, конечно, валит. Ну и дворники у меня уже начинают залипать потиху. И -2 пока что на улице. Конечно, был бы мороз побольше, смело можно было бы уже выключать дворники, и в принципе было бы нормально, но не при такой погоде. Придется, наверное, останавливаться периодически и оттаивать. Все, широкая дорога у нас подошла к концу. И поэтому сейчас уже скорость будет 60-70, вне зависимости от знаков запрещающих, разрешающих. И мне нужно где-то остановиться. Почти часик я проехал, но пора отбить щетки. И так вот каждый час, наверное, и буду останавливаться. Все, приехали. 30 километров в час. Нормально. Вот она, очередная дичь от снегочистилок. То есть, ну, нормально, да, там 5 километров в час так вот ехать. Ну, это вообще просто бред какой-то, блин. Почистить, чистите вы одну сторону. Или хотя бы с промежутком чистите две, как угодно. Ну, чтобы вас могли как-то объехать люди. Ну вот это ж вот ненормально. И это вот сейчас повсеместно просто, на всех дорогах такая вот херня творится. И вот легковушки лезут, а не габарит стал посередине и не пропускает их. Но я делал то же самое, когда ехал по той стороне дороги в обратную сторону. Вот. Тоже едут, я понимаю, что это, из-за этого еще больше становится вот это лишь бы что какое-то, потому что в итоге они потом все равно плещутся в этот ряд. Я выехал тоже посередине, заблокировал движение, передо мной длинномер то же самое сделал, и некоторые, которые пытались щемиться, мимо меня просачивались, но мимо него, конечно, он их жестко, чуть ли он их не в отбойник сгонял, то есть, ну, я так не давил их, конечно, как он. Ну, норвежские номера, норвегка на длинной 25-метровой шаланде. Не стесняясь, их душил, конечно. На подъезде к Арендалу непогода утихла, асфальт чистый, политый чем-то, -1, короче, полет нормальный. 50 километров нет до стояночки, на которой буду проводить выходные.